Друзья, у нас сегодня будет обзор, премьерный обзор нового катамарана FP48. Он заменил у нас известную Tana 47, которая была достаточно удачной лодкой. И давайте посмотрим, чего интересного тут натворили катамарана-строители. А с вами Саша Горан, и вы на самом яхтенном канале Интерпарус. Поехали! Обзор начнем, да, с кормы и с кокпита, но я могу сказать, что если я возьму 44-й модели кокпит, он будет такой же, просто чуть-чуть больше. Абсолютно все одинаково. Плохо это или хорошо, ну, решать вам, но я же говорю, что если что-то работает, какая-то концепция, зачем ее менять? Вариант, либо у нас платформа, либо могут быть шлюп-балки, они в стандарте идут. Платформа вот уже с отброшенными кредлами, трапик. Трапик можем с двух сторон поставить. Транец такой же, вот как на соседней лодке, просто чуть-чуть шире. Все здесь на своем месте. Гриль, да, барбекю. То есть, наверное, тот же используют, как и на 44-м, эту консоль. Здесь у нас находится сам душ. Вот. Моторный отсек. Ну, по сути, ничего здесь нового нету. Но концепция очень рабочая, поэтому они ее используют. Ну, я, в принципе, это поддерживаю. Давайте зайдем в кокпит. И кокпит, ну, очень похож на 44-ю. Те же вот шейпы, изгибы наших диванчиков. Все, вот все мягкие части очень-очень похожи. Здесь немножко другой цвет. Мне он нравится, такой бежево-коричневый. Этот диван, который я уже нахваливал, очень мне как бы вот заходит. Он, во-первых, дает нам пространство внутри больше, и в то же время выглядит он очень классно. Опциональный вот этот диванчик, это кушетка, вы видите. И здесь у нас находится вход в мастер-каюту. Это, наверное, самое важное изменение. С высотой кокпита у нас здесь все отлично, все в порядке. Здесь огромный стол, стол очень большой. И здесь практически все так же, как и на 44-й, но увеличено. Мы имеем здесь такой развитый матрас и ветровичок. Но, ребят, опять же, это важная, нужная штучка. Здесь можно себя чувствовать гораздо уютней. В остальном, как бы, нету каких-то изменений. Там холодильник, выход на рулевой пост. Все как мы привыкли и как мы любим. Банку иногда мы для наших клиентов ее срезаем. Здесь становится больше места. Можно заниматься дэнсингом, йогой и всем таким. Здесь вот такой сервировочный столик мы имеем. Здесь можно что-то полезное разместить. Еще не знаю что. Ну, хороший кокпит, который откатан на предыдущих моделях. Кокпит у нас плавно переходит в салон. Оцените этот проем, да, он шикарный, он огромный. И это классно, это затребовано нашими семейными круизерами. И такое можно сделать, друзья мои, только при хорошей жесткости корпуса. Вот расширить таким образом вот такой проем. Двери могут быть смещены сюда, могут быть спрятаны туда. Можно здесь сделать проход, когда у нас все двери открыты. У нас очень большой такой красивый проем получается. И благодаря высоким окнам, вот этому люку, у нас здесь очень много света, воздуха. То есть, по сути, весь салон у нас получается вот такой, как бы соединенный с кокпитом, нету как бы разделения здесь. Во всех практически моделях сейчас присутствует остров, ну, видимо, значит, он пользуется спросом, но здесь вот остров так развили, здесь микроволновка, полочки, мусорничек,
Вот, и здесь у нас есть вот такой барчик, где мы можем, собственно говоря, отработать на двоих, да? И заказывайте, что вы хотите, я буду сегодня барменом. Что мы имеем здесь? Конечно, не хватает немножко пространства у нас для работы, но, видимо, дизайнеры рассчитывали, что весь процесс будет проходить на острове. Одна мойка, окей, приветствую. Достаточно большое количество здесь у нас шкафов выдвижных, организатор, и вот камбус у нас уходит аж туда. Здесь продолжается камбус сюда. Здесь обычно располагаются кофемашины, айсмейкеры. Здесь опять же толковое решение с выдвижными шкафами. И, друзья мои, здесь тоже у нас имеются полки. То есть предостаточно. С этой части даже камбус выглядит более привлекательный, я бы сказал. Камбус у нас заканчивается вот здесь, и очень толково здесь вот сделан бортик. Это очень важно, да, что мы можем тут чего-то хранить и опять же обслуживать наших отдыхающих, которые располагаются на фордеке. Теперь оценим этот диванчик. Дизайн в стиле Fontana Pajot. Но он крупнее, особенно вот эта часть такая вот уже достаточно глубокая. Вот, П-образный диван. Абсолютно поддерживаю. Если что-то работает, незачем его менять, надо просто его масштабировать для большего размера. Здесь находятся у нас рундуки, достаточно емкие. Есть у нас, друзья, вот такой столик кофейный. Можно заказать стационарный стол и можно подъемный, и здесь превратить это все в лежбище. Да, ткань изменила цвет, но опять же я бы это все переделал на алькантару, как мы это делаем для наших клиентов. Телевизор стал более виден, его в принципе даже можно смотреть вот в таком состоянии отсюда, потому что как его фиксировать, когда ты поворачиваешь, я как бы не представляю. Но опять же какое-то решение мы можем придумать. Вот что у нас здесь. О, классно, классно, классно. Хорошая штучка, хорошее место для хранения. Вот, ну и здесь бы я, конечно, вот кожаные вставочки сделал. Лучше стали шторы, ребят, лучше. Вот однозначно. Хвалю, зачет. И света здесь намного больше. Лодка еще светлее стала. Вообще у Fontana Pajot нету проблем с освещением. У них минимальное количество этих переборок, но в данной лодке, вот когда заходишь, она действительно просто такая вот яркая, наполненная светом, и это классно. Это нравится особенно нашим женским половинам. Лодка действительно вот приятно и хорошо освещена. Вот эта часть у нас все, что осталось от штурманского уголка. Да, имеем чарт-плоттер. Вот эта штука, это Smart Home, да, система умного дома, умной яхты Шайбер. Ну, такое неоднозначное у меня впечатление о ней. Это система, вот это система управления нашими электродвигателями. Это электроверсия у нас лодки. Ну, Fusion стал более модненький и VHF-ка. Главное, что мы имеем теперь холодильник, тадам, Miele, ага, Das ist Deutschland gemacht. И мне нравится, что он полностью встроенный, ребят, потому что, нержавейка все-таки пальчики наставляет. У нас есть вот такие защелочки, чтобы он не открывался. Хотели, получите нормальный полноценный холодильник, ребятки. Да, нравится мне эта стойка барная.
И, друзья мои, наш фордек. Очень толково этот кокпит организован. У нас есть здесь рундучки, там рундук. И очень интересно и хорошо решены мягкие части, ребят. Они у нас поднимаются как сиденья, могут быть как матрасы. Но опять же, вот изгибы, я часто говорю это слово здесь, вот с ними все окей, то есть они выглядят даже немножко как-то так по-итальянски. Мы здесь имеем сетку, сетку можно закрыть, если хотите устроить здесь танцплощадку. Бушприт и опять же цепной ящичек у нас вот здесь имеется. Есть у нас два форпика, да, форпик один, который соединен с носовой каютой, и вот отдельно просто форпик, в котором можно хранить кучу всякого барахла. Обратите внимание, опять же, у нас здесь вот такое окно, такой люк нормальный, через который у нас идет проветривание и коммуникация уже с камбузом. Очень хорошая и нужная штука. Абсолютно классическое управление от Fountaine Pajot. Все три лебедочки рядом у нас находятся. То есть вы очень удобно управляете своим катамараном. То есть они не разбросаны, как у других моделей. Вот. И двухскоростные лебедки у нас находятся. Сила. Вот. Но очень удобненько и компактно все находится. Здесь у нас наш рулевой пост. Опять же, на всех катамаранах выглядит теперь так. И он очень зашел клиентам. Сам о таком бы мечтал, потому что вот эта панель очень толково и информативно теперь обслуживает вас. Все приборы основные можно здесь расположить. И опять же, сам рулевой пост находится на возвышении. И вы отсюда контролируете все 4 точки. Вы видите самый дальний угол, самый дальний форштевень. Здесь абсолютно все видно, да. И когда вы, ребятки, швартуетесь кормой, вы находитесь вот в таком положении. Здесь вот в легкую все видно. Вы можете здесь работать даже со швартовым. Вот. И опять же у вас есть коммуникация с вашим швартовым матросом, который находится у вас на портсайд. И вы с ним вот коммуницируете. И опять же видите, что у вас там происходит. Вот так вот. Теперь давайте заценим наш Flybridge. Flybridge, ребятки, опять же, принципиально точно такой же, как и на всех фонтенах, имеющих Flybridge. Но подушки стали здесь глубже, и опять же они такие более релаксационные. Интересно, что вот эта часть уходит в матрас. Ну, такое интересное решение. И отдельно матрасик здесь имеется. Такой столик, он опциональный. Вы можете его заказать с верфи. Он должен быть достаточно крепким, потому что вы на него можете становиться, когда вы работаете с гиком. В то же время мы для своих клиентов некоторых заказываем столик на нержавеющей раме, чтобы можно было здесь как бы ножки протянуть. Flybridge отличный. Здесь можно огромное количество людей разместить. Они здесь получат огромное удовольствие с бокальчиком апероль шприца, допустим, либо чего-нибудь прохладительного. Так, и вот так, друзья, у нас выглядит мастер кабин, да, наша хозяйская каюта. То есть мы закрылись, и весь поплавок наш. И это здоровски. Ну, место здесь завались. Поскольку 48-я наследница 47-й лодки, то имеет очень развитую мастер-каюту. Есть несколько вариантов, есть другой тип мастер-каюты, но вот эта версия одна из самых популярных, самая запрашиваемая среди семейных круизеров. Напомню, что 48-й катамаран, ну, где-то относительно психологически это вот крайний размер, где может семья из такого начинающего круизера с супругой активной управлять. В море вы управляетесь в одиночку, а на швартовке вам нужна ваша вот спутница, ваш швартовый матрос. Ну, давайте вернемся к нашей каюте. В сравнении с предыдущей лодкой улучшили, сделали некоторые модификации, и давайте их оценим.
И начнем со спального отдела. Кровать здесь стоит поперек. Опять же, изголовья наши фирменные. И очень важно, что у нас имеется здесь выход на свет Божий. То есть в кокпит мы можем выходить и сразу оказывается вот на трансе и себе там, скажем, поплавать и вернуться. Штучка очень хорошо заходит. Имеем мы здесь еще такую занавесь, да, она закрывает у нас полностью. Здесь это окно. Вполне здесь достаточно места. Я вижу, можно некоторые улучшения от команды Интерпарус сделать. Какие-то дополнительные полки, мы к этому готовы. Я вижу, тут даже комод вот какой-то тут имеется у нас, да. Большой иллюминатор напротив. Ну, вот эта часть выглядит уютно по-домашнему, да. То есть здесь абсолютно такая домашняя обстановка от слова «дом». Мы видим кровать стандартная, здесь 2 метра на 1,60 м. И можете опять же оценить, сколько вот тут надо мной пространства, места. Давайте пройдем дальше. Проходим в такую жилую часть. В принципе, на всей новой серии Фонтен делает примерно одинаковые. Такие туалетные столики. Нравится мне эта полка. Сюда можно сложить очень много нужных и ненужных вещей. Тут у нас открывается, даже здесь у нас полочки есть. Ну, очень большой, красивый, развитый здесь туалетный стол. Я бы сказал, такая бьюти-лаборатория у нас здесь. Смотрите, какое зеркало интересное. Класс, с такой контровой подсветочкой. Прикольненько. И вот эта часть, смотрите, по просьбе трудящихся закрыли ее. Здесь у нас теперь такие вот сдвижные двери. Вот видите, уже можно большое количество барахла сюда спрятать, да. Здесь все выдвижное, открывается. То есть количество здесь шкафчиков, оно предостаточное. Вполне. Вы не будете себя чувствовать ущербным. Давайте посмотрим дальше шкафы. Так, и, друзья, шкафная часть. Большие здесь у нас огромные шкафчики. Ого. Класс. То есть тут с этим все в порядке у нас. Санузел, ребят, без изменений, и это правильно. Не нужно менять то, что хорошо работает. Здесь изменен немножко дизайн. Опять же, это хорошо. А ну, проверяем. Есть тут у нас шкафчики. Ага, да, ого, такие нормальные шкафы у нас. Да, все хорошо. Дизайн измененный не заходит, он более, скажем, такой архитектурный. Столешничка получше, подороже и нормального размера мойка. Тоже очень-очень это хорошо. В целом, все остальное, расположение, лейаут не изменились. Размер санузла у нас тут, вернее туалета, ну, тоже нормально. Здесь стоит электрический туалет, можно ручной. Мы ставим итальянские туалеты, такие очень тихие. Хороший огромный душ, покрытие здесь искусственным тиком. Мы можем с пробки сделать. Ну вот, в принципе, все отлично. Пошли дальше. И давайте посмотрим наши гостевые каюты. Они у нас здесь по правому борту. Идемте. Что ж, друзья, это наша кормовая каюта правого борта. Она стала намного больше, действительно больше, если сравнить с 47-й лодкой. Здесь кровать стоит поперек. Кровати везде одинаковые. Санузел. О, емкий такой санузлишка. Ну, места побольше стало. Смотрите, шкафы у нас добавились. Здесь у нас, оцените, да, шкафчики, все в нормальном количестве. И с той стороны, опять же, комодная часть, такие полки, ну, очень приличная каюта. Я вижу вот в этой модели такой хороший семейный катамаран на все случаи жизни. Идемте носовую оценим каюту, друзья. Шкаф, где может быть стиралка, вы уже знаете. И носовая каютка.
Имеется здесь шкаф. Так, тут у нас санузел. Ну, тоже хорошего размера. И смотрите, здесь у нас шкафы идут. Тут ничего нету. Шкафы в основном вот здесь у нас. По размеру она очень близка к Тане 47, но может чуть-чуть побольше. Здесь приподнятая кровать. Изголовье мне нравится, ну и сделано достаточно все уютненько. Появился вот такой барьерчик, хорошая штука, то есть эту полку можно нагружать вот чем угодно, вот всяким барахлом. В целом, ну, вот нормальная гостевая каюта. Здесь у нас имеется еще одна каюта, ребят. Она со своим туалетом. Вот, и такая одноместная каюта. Здесь может быть кладовка. Можно сделать здесь огромную кладовку. Что ж, друзья, вот такая лодка. Она мне понравилась. Мы уже продали несколько таких лодок. Люди планируют, ну так, активно ее использовать как второй дом. В нынешнее время это очень важно. И если вам эта лодка понравилась, обращайтесь. Я с удовольствием помогу вам с ее комплектацией, регистрацией, страховкой, подбором экипажа, подбором марины. Я и моя команда Интерпарус готовы вам помочь с выбором яхты новой, БУ. Обращайтесь и до встречи в морях.